Здравствуйте, друзья! Неужели лапти придумали в Норвегии? Почему-то лапти считаются чисто русским видом повседневной обуви, но это далеко не так. Конечно, в разных странах их плели по-разному и не только из лыка. Но сам принцип плетения обуви использовали карелы, финны, мордвины, татары, чуваши. Похожий вид обуви был также у японцев – варадзи, индейцев Северной Америки и даже австралийских аборигенов. По названию лаптей этой легкой и дешевой обуви получили свое прозвище участники средневековой крестьянской войны в Норвегии. Они носили лапти из бересты, за что их и окрестили биркенбейнерами – березовоногими или лапотниками. Дешево и сердито. Почему же лапти получили такое распространение на Руси? Прежде всего, они были дешевле добротной кожаной обуви. Плели лапти чаще всего из липового лыка, которого в лесу можно было заготовить в огромном количестве. Конечно, лапти были менее долговечной обувью, чем сапоги. Недаром русская пословица гласила: «В дорогу идти 5 лапти сплести». Зимой одни лапти носились не более 10 дней, а летом в самую страду крестьянин стаптывал одни лапти за 4 дня. В среднем за год один деревенский житель изнашивал около 50-60 пар лаптей. Техника плетения лаптей в каждом из регионов России была своя. К примеру, великорусские лапти, в отличие от белорусских и украинских, имели косое плетение – косую решетку, тогда как в западных районах предпочитали прямое плетение или прямую решетку. Если на Украине и в Белоруссии лапти начинали плести с носка, то русские крестьяне делали заплетку с задника. Так что знающий человек мог сразу определить, из каких краев мастер. Причем в каждой местности был и свой материал, из которого плели лапти, и фасон. Например, для Москвы и прилегающих первопрестольной губерний характерны были лапти, плетеные из лыка с высокими бортами и округлыми головками, носками. Северный или новгородский тип лаптей чаще всего плели из бересты с треугольными носками и сравнительно низкими бортами. Мордовские лапти, распространенные в Нижегородской губернии, плели из вязового лыка. Головки этих моделей имели обычно трапециевидную форму. Часто лапти получали название по числу лыковых полос, использованных в плетении – пятерик, шестерик, семерик. В 7 лык обычно плели зимние лапти, хотя порой для особо зябких количество лык доходило до 12. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего в ход шли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку – подковырку. Для праздников на выход предназначались писанные вязовые лапти из тонкого лыка с черными шерстяными, а не пеньковыми оборами, то есть тесьмой, закрепляющей на ногах лапти, или вязовые красноватые семеряки. Для осенних и весенних работ во дворе более удобными крестьяне считали высокие плетеные ступни, вовсе не имевшие обор. Лапти носились с портянками, или, как их еще называли, онучами. От лаптя вверх и вокруг голени и на манер древнегреческой сандалии шел лыковый шнурок, который крепился внизу и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее, при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки. Лыковая индустрия. Чаще всего крестьяне сами изготавливали для себя лапти. Редко кто в деревенской среде не умел плести подобную обувь. Но были села, где лапти изготавливали не только для своих нужд, но и на продажу. Сохранилось описание этого промысла в Симбирской губернии. Лыкодеры отправлялись в лес целыми артелями. Снимали лыко специальным деревянным пырком, оставляя совершенно голый ствол. Лучшим считалось лыко, добытое весной, когда на липе начинали распускаться первые листочки. Поэтому чаще всего такая операция губила дерево, отсюда и известное народное выражение «ободрать как липку». Перед плетением лаптей лыко в течение суток обязательно отмачивали в теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луп. Из воза лык от 40 до 60 пучков по 50 трубочек в каждом получалось приблизительно 300 пар лаптей. Таким образом, крестьянин мог сплести от 2 до десятка пар в день. Порой изготовление лаптей ставилось, если можно так выразиться, на индустриальные рельсы. Так, в конце 19 века в селе Смирнове Ордатовского уезда Нижегородской губернии этим делом занималось до 300 человек. Причем каждый из них в зиму заготовлял около 400 пар лаптей.
В селе Семеновском неподалеку от Кинешмы производили лаптей на 100 тысяч рублей. А из села Мыт Шуйского уезда Владимирской губернии отправлялось в Москву до 500 000 пар лаптей. Сейчас лапти носят разве что участники фольклорных ансамблей, но некоторые артели продолжают изготовлять их на продажу в качестве сувениров. Вот такая русская обувка, изобретенная в Норвегии. Автор статьи Виктор Цветков. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.